Всем здорово, народ, подписчикам, гостям канала. Вы на канале Автоапгрейд. Сегодня у нас снова Toyota Carina E. Будем менять втулки на рулевой колонке. Такие вот втулочки. Пластиковая одна и вот такая вторая. Вот. Ну и поэтапно сейчас все как будем разбирать, снимать, все это покажем. Вот. Каждую часть. Сборку, естественно, снимать не будем. Вот, покажем уже готовый результат, то есть до и после, чтобы была разница. И не забудьте прожать лайкос и подписаться на канал. Погнали! Вот так гремят наши втулки. Здесь находится под пластиком такой стук неприятный, особенно на кочках. Сейчас будем разбирать, менять. После того, как нижняя часть пластика у нас снята, снимается вот эта часть на руле, и нужно будет снять вот этот воздуховод. Вот здесь болт откручиваем, нижняя пластмасска, снизу два болта, и здесь на защелках просто на пластмасске стоит. Так, продолжаем разбирать. После того, как сняли воздуховод, снимаем здесь наш сигнал. И вот здесь есть гаечка внизу на руле, для того, чтобы вылезла вот эта центральная часть, потому что иначе мы не доберемся до гайки, не сможем открутить руль. Ты чё там, ёбаный? Что, мы руль запомним, как стоит? Нет. Надо? Ну, сорвалось уже. Ну, тут еле держится, кстати. Ну ты его шевели вправо-влево. Вот видишь? Обратно, да, накрутить? Ну да, наживи. Далее снимаем блок подрулевых переключателей. Откручивая 4 болтика. Продолжаем дальше разбирать. Теперь, когда у нас снят руль, все лишнее, откручиваем наш карданчик ключиком на 12, чтобы вытащить наш вал. Потому что вот здесь стоят наши втулки. Нам нужно их поменять, чтобы убрать этот дикий неприятный стук. Далее длинной головкой на 14 снимаем, откручиваем крепление рулевой колонки. 4 штуки болты. Конечно, если есть трещотка, это хорошо облегчит работу. Откручивается туго, но мы близки к цели. Осталось чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Теперь отключаем наш замок зажигания. Открутили вот здесь болты и ниже еще 2 штуки. И смотрим, чтобы у нас ничего не было, как в нашем случае, допустим, блок настройки сигнализации надо отсоединить. То есть все лишнее для того, чтобы у нас сейчас вся колонка наша рулевая снялась. Снимаем и несем на стол ковырять, менять втулки. Сняли рулевую колонку для замены наших втулок. Где они тут у нас втулки? Значит, далее снимаем. Вот здесь должно быть 2 пружинки. У нас почему-то она стоит здесь одна. Далее снимаем вот здесь. Доступ откроется. Вот этот болт накручиваем вот здесь, чтобы вот эту всю часть верхнюю отсоединить. Снимаем болт. Оставшийся. С этой стороны 2 и с другой стороны 2, где у нас пружины мы сначала сняли. И там по центру болтик. Вынимаем, разбираем. Вот А то там осталось. Втулочка, которую мы будем менять. И внутренняя пластиковая. Вот они у нас новенькие. Вот пластиковая. Обжимка. И центральная внутренняя. Сейчас будем менять. Смажем маслицем это дело немножко. И будем обратно ставить. Теперь немножко смазываем наш вал. Литольчиком, солидольчиком, чтобы село нормально. И аналогично потом саму втулку металлическую промажем снаружи. И той стороной.
Ай, мамкин механик называется рубрика, блядь. Не пиздец, не лезет нихуя. Не лезет? Ну ты тип, ладно, давай я поставлю. Все, переставили наши втулки. Пришлось повозиться, вот здесь где пружины вставляются. Не знаю, как их там правильно надо ставить. Ну, короче, с помощью отвертки запихали туда. Сейчас закрутим. Ну и все, в обратном порядке пойдем собирать обратно. Установим рулевую колонку. Далее подсоединим проводку всю. Соберем там руль, пластик, все дела. Итак, все собрали, все установили на место в обратном порядке. Ну и теперь проверяем на стук. Крутим руль. Стука больше такого нет. То есть вот он у нас видно крутится. Теперь не громыхает. Ну, думаю, соответственно, и на кочках также греметь больше ничего не будет. Вот, всем спасибо за внимание. Всем пока.